Всем привет! Вы на канале Нитка KZ. Меня зовут Жанара. Это видео-мастер-класс по вязанию сумочки торба из полиэфирного шнура. На этом видео я также покажу вам, как вязать узор соты по кругу. Также мы с вами сошьем подкладку для сумки и установим фурнитуру. Ну и самое главное, в этом мастер-классе мы с вами научимся вязать плотное овальное донышко, которое хорошо держит форму. Материалы для вязания шнура. Нам понадобится полиэфирный шнур толщиной 3 мм, всего 300 метров, и крючок номер 4. Из фурнитуры 2 карабина, отверстие карабина 20 мм, 2 маленьких колечка, внутренний диаметр 20 мм, ножки для сумки 4 штуки, фиксатор для шнура, также наконечники для шнура 2 штуки и подкладка. У меня это хлопковая ткань, поплин, примерно 60 на 40 сантиметров нам будет достаточно. Начинаем вязание сумочки, оставляем короткий кончик, набираем цепочку 16 воздушных петель. Далее вяжем донышко сумки. Первый ряд. Первую петлю пропускаем, вводим крючок во вторую петельку и провязываем сразу прибавку 2 столбика без накида в одно основание. Далее вяжем без прибавок 13 столбиков без накида. И в последнюю петлю провязываем прибавку 2 столбика без накида в одно основание. Итого у нас получается 17 петель. Кончик нити поднимаем и прячем в следующем ряду. Вяжем второй ряд. Вводим крючок за дальнюю полупетельку и провязываем без прибавок 17 столбиков без накида до конца ряда.
третьем ряду мы вводим крючок за полупетли из двух предыдущих рядов и в первую петлю делаем прибавку 2 столбика без накида в одно основание. Далее продолжаем вязать таким же образом, но без прибавок, 15 столбиков без накида. И в последнюю петельку делаем прибавку 2 столбика без накида в одно основание. Итого у нас получается 19 петель. Вяжем четвертый ряд. Обратите внимание, у нас наверху 2 петли, внизу 1, поэтому мы вяжем 2 столбика без накида в верхние петли, но при этом вводим крючок внизу в одну петлю. Затем провязываем 15 столбиков без накида. И в последние 2 петли точно так же вводим крючок наверху в каждую петлю, а внизу в одну петлю и провязываем 2 столбика без накида. Итого у нас получается опять 19 петель, как в предыдущем ряду. Вяжем пятый ряд, опять делаем прибавку. В первую петлю провязываем 2 столбика без накида в одно основание. Далее продолжаем, вяжем без прибавок 17 петель. И в последнюю петлю тоже делаем прибавку 2 столбика без накида в одно основание. Итого у нас получается 21 петля. Вяжем шестой ряд. Обратите внимание, здесь опять наверху 2 петли, внизу 1. Вяжем 2 столбика без накида. Далее продолжаем, вяжем 17 столбиков без накида. И последние 2 петли также провязываем сверху в 2, внизу в 1. 2 столбика без накида. Итого получается 21 петля. Мы закончили ряды с прибавками. Давайте их отметим. Было всего 3 ряда. 1, 2, 3. Это первые 3 ряда и 1, 2, 3 с противоположной стороны. Мы отмечаем по внешней стороне третий ряд. Это у нас был последний ряд с прибавками. Далее мы вяжем без прибавок. Вяжем седьмой ряд и провязываем 21 столбик без накида. Продолжаем, вяжем далее восьмой ряд, 21 столбик. И так далее мы вяжем до высоты 16 ряда. Всего это получается по внешней стороне у нас должно быть вот таких 5 рядов. И с внутренней стороны это тоже будет 5 рядов.
Далее мы будем делать убавки. Вяжем 17 ряд. В первые 2 петли мы провязываем 1 столбик без накида из 2. Далее продолжаем, вяжем 17 столбиков без накида. И в конце остаются 2 петли, в них мы тоже делаем убавку, 1 столбик без накида из 2. Итого получается 19 петель. Далее вяжем 18 ряд. Здесь у нас наверху 1 петля, а внизу 2. Поэтому нам тоже нужно сделать убавку в нижние петли. Мы провязываем 1 петлю, затем вводим наверху крючок в эту же петлю, а внизу в следующую. Вяжем 2 петлю и делаем убавку. Далее продолжаем, вяжем 17 столбиков без накида. Связали 17 петель, и в конце наверху остается 1 петля, внизу 2. Мы вяжем убавку. Наверху вводим крючок в 1 петлю, а внизу по очереди в 2 петли и вяжем из них 1 столбик без накида. Итого 19 петель, вяжем 19 ряд, делаем опять убавку. В первые 2 петли провязываем 1 столбик без накида из 2. Затем 15 столбиков без накида. И в последней петле делаем убавку, 1 столбик без накида из 2. Итого 17 петель. Вяжем 20 ряд. Наверху 1 петля, внизу 2, поэтому провязываем еще раз убавку, 1 петлю и вторую, 1 столбик без накида из 2. Затем 15 столбиков без накида. И в конце остается наверху 1 петля, внизу 2. Делаем опять убавку, 1 столбик без накида из 2. Итого получается 17 петель. И вяжем последний 21 ряд. Первые 2 петли делаем убавку, 1 столбик без накида из 2. Затем 13 петель. Закончили. И в последние 2 петли тоже делаем убавку, 1 столбик без накида из 2. Итого 15 петель. На этом заканчивается вязание донышка. Мы сделали с вами 3 ряда с убавками. Всего у нас по этой стороне должно быть 11 рядов. Давайте вместе посчитаем. Давайте измерим донышко. У меня получилась длина 18 сантиметров и ширина 12. У вас могут размеры отличаться. Это зависит от пряжи. Далее мы с вами делаем обвязку донышка. В начале 4 петли, затем прибавка, затем 5 петель, прибавка и еще 4 петли. И то же самое будет с противоположной стороны. Здесь по боковой части мы будем вязать с вами 10 раз прибавки 2 в 1. Начинаем вязание, вяжем 4 столбика без накида. Вводим крючок только в 2 полупетельки из последнего ряда. Далее в следующую петлю мы делаем прибавку, 2 столбика без накида в 1.
Далее вяжем 5 столбиков без накида. Теперь опять делаем прибавку 2 столбика без накида в 1. И еще 4 петли до конца этого участка. И вот мы с вами провязали одну сторону. Теперь переходим на боковую сторону. Здесь старайтесь в крючок вводить хотя бы за 2 ниточки, чтобы у нас петли держались плотно. И вяжем 10 раз 2 столбика без накида в одно основание. Выбирайте петли симметрично на одинаковом расстоянии друг от друга, как я показываю на видео. Закончили, связали 10 раз, прибавки 2 столбика без накида в одно основание. Переходим на другую сторону, и здесь точно так же, как с противоположной стороны. Вначале вяжем 4 петли. Затем делаем прибавку 2 столбика без накида в одно основание. Далее продолжаем, вяжем 5 петель. И еще раз делаем прибавку 2 столбика без накида в одно основание. И остается еще 4 петли. Закончили, связали этот участок. Теперь переходим на вторую боковую сторону. И здесь опять делаем 10 прибавок. Закончили, связали 10 прибавок. И теперь закрываем ряд. Обратите внимание, пропускаю первую петельку, завожу петлю на изнаночную сторону, делаю воздушную петлю и затем ввожу крючок ровно под местом соединения в середину первой петли и провязываю первую петельку, столбик без накида. Давайте посмотрим, у нас по окружности должно получиться 74 петли. Далее мы будем с вами вязать уже вообще без прибавок. Вяжем узором галочки, вводим крючок ровно в середину петли. Обратите внимание, с противоположной стороны крючок тоже выходит ровно посередине. И вяжем столбиками без накида. И так продолжаем вязать до конца ряда. 74 петли. Закончили, связали с вами 74 петли. Вот так у нас будут подниматься стенки сумки.
Теперь закрываем ряд, вводим крючок под первую петельку, заводим петлю на изнаночную сторону, делаем воздушную петлю и затем вводим крючок ровно под местом соединения в середину первой петли и провязываем первую петельку для следующего ряда. В этом ряду мы будем с вами уже вязать узор, поэтому посмотрите, первая петля у нас обычная, вторую мы вяжем в основании петли предыдущего ряда и вытягиваем длинную петельку. Следующая петля у нас обычная, столбик без накида, затем опять длинная в основании петли предыдущего ряда. При этом длинные петли делайте подлиннее, чтобы они у вас прям чуть-чуть слегка провисали. Тогда узор будет получаться красивый. И так продолжаем чередовать эти петли, вяжем до конца ряда. Все 74 петли. Заканчиваем. Вот что у нас получилось. Закрываем этот ряд, и здесь обратите внимание, мы его закрываем немножко иначе, не как в прошлые разы. Придерживаем петельку на изнаночной стороне и возвращаемся в предыдущую петлю. Это у нас длинная петелька. Вводим крючок, одеваем петлю на крючок и провязываем первую петельку. И далее мы уже вяжем узор. Вводим крючок вот так за две половинки двух длинных петель и провязываем один рельефный столбик. Затем сразу же в эту же длинную петлю в серединку вводим крючок и провязываем столбик без накида. Теперь опять берем половинки двух длинных петель, вяжем рельефный столбик и затем в эту же длинную петлю один столбик без накида. И так продолжаем вязать до конца ряда. Закончили этот ряд. Это у нас первый ряд с узором. Обратите внимание, вот мы вяжем последний рельефный столбик. И теперь закрываем ряд. Здесь мы его закрываем обычным способом, как мы это делали ранее. Крючок вводим под местом соединения в эту же петлю. И вяжем один столбик без накида. Здесь мы вводим крючок ровно под треугольничком и вводим в середину узора галочки. Вытягиваем петлю подлиннее, посвободнее, чтобы она была. Затем один обычный столбик без накида
И затем опять длинная петелька. Посмотрите внимательно, как мы вводим крючок ровно в середину петли галочки. И вытягиваем петельку подлиннее. И далее опять обычный столбик без накида. И так продолжаем чередовать до конца ряда. Закрываем ряд. И здесь мы опять будем вводить крючок в предыдущую петлю. Итак, придерживаем петельку на обратной стороне и вводим крючок в предыдущую петлю. Это длинная петля. Вяжем один столбик без накида. А затем мы начинаем сразу вязать узор рельефными столбиками. Берем половинки из двух петель, вяжем один рельефный столбик и один столбик без накида. Один рельефный столбик и один столбик без накида. И так продолжаем вязать до конца ряда. Закрываем ряд. Здесь мы используем обычный способ закрытия ряда. Вводим крючок и провязываем первую петельку. И затем опять вводим крючок поглубже под треугольником и вяжем длинную петлю. Затем одну обычную петлю. И затем опять одну длинную петлю. И так продолжаем чередовать до конца ряда. Итак, мы с вами продолжаем вязать в высоту до высоты 14 узоров самостоятельно. И вот мы с вами закончили, связали в высоту 14 узоров. Давайте посмотрим, у нас немножко сместилось место, где находится шов. Посмотрим внутри, вот у нас идет шовчик с правой стороны. Снаружи его почти не видно, вот он у нас. И давайте вместе посчитаем. Должно быть 14 узоров вот таких длинных галочек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Мы заканчиваем на том ряду, где мы вяжем рельефные столбики. Далее мне нужно сделать отверстие для шнурка, для утяжки. Поэтому я расставила маркеры. Давайте измерим. Высота у меня получилась 22 сантиметра. Также я сейчас вам объясню, по какому принципу мы ставим утяжки, чтобы было симметрично. Вот это у нас задняя сторона сумки. Здесь ровно посередине я отмеряю, отсчитываю 10 петель. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Затем на следующую петлю я ставлю маркер, ее я не считаю. Затем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. 9 петель, следующая петля маркер. Далее 6 петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель, маркер. Далее идет 10 петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Следующая петля маркер. Теперь это у нас передняя сторона сумки. Здесь меньше расстояния 6 петель. Ставим маркер. Затем опять у нас идет 10 петель. На следующую петлю ставим маркер. Далее 6 петель. Маркер. Еще 9 петель. И последний маркер. Итого у нас 8 маркеров должно быть, 8 отверстий. Вот здесь у нас все находится симметрично друг напротив друга. Одинаковое количество петель в разные стороны, что влево, что вправо. И также, если мы посмотрим на спинку, то у нас здесь 10 петель, и здесь от края 12 петель в правую сторону и 12 петель в левую сторону. Это чтобы вам легче было ориентироваться, как найти середину. Итак, в этом ряду мы вяжем обычными столбиками без накида. Обратите внимание, там, где рельефные столбики, мы тоже вводим крючок в серединку и провязываем обычный столбик без накида. И там, где у нас стоят маркеры, мы сверху провязываем воздушную петлю, а внизу петлю с маркером просто пропускаем. Делаем арку, окошко. И далее продолжаем вязать столбиками без накида до следующего маркера. И так мы с вами продолжаем вязать до конца ряда самостоятельно. Заканчиваем этот ряд, закрываем его. Далее мы вяжем еще один ряд просто столбиками без накида узором галочки. И вот здесь обратите внимание, там, где мы с вами делали арку, мы вводим крючок в эту арку и провязываем столбик без накида. И продолжаем далее вязать столбиками без накида. Итак, мы с вами провязали по кругу все 74 петли. И нам остается связать еще один последний ряд. Мы будем вязать его соединительными столбиками. Закрываем ряд. Обратите внимание, здесь мы немного иначе будем закрывать ряд. Придерживаем петельку на изнаночной стороне, вводим крючок опять под этой же петлей и одеваем петельку на крючок. И далее вяжем соединительными столбиками, вводим крючок под обе полупетельки. Вяжите соединительные столбики не слишком туго, можно посвободнее. И так мы с вами продолжаем вязать до конца ряда. Закончили, связали последний ряд. Теперь кончик нити можно отрезать и закрыть последнюю петельку. Так как я использую полиэфирную пряжу, то кончики можно опалить, чтобы пряжа не распускалась.
Далее мы с вами изготавливаем шнурок для нашей сумки-торбы. Берем 2,5 метра ниточки, отрезаем. И теперь нам понадобится помощник, или вы просто можете где-нибудь привязать второй кончик нити, отойти на всю длину и закручиваем нитку. Вот таким образом. На всю длину нам нужно ниточку хорошенько закрутить. Затем придерживаете в середине, сложите ее пополам, и нитка сама закрутится. И у нас получится вот такая утяжка. У меня готова утяжка. Кончик нити, тот, который я придерживаю, можно отрезать, опалить его, чтобы легче было его засунуть в специальный фиксатор. Одну сторону пока мы зафиксировали, а теперь нам нужно продеть в отверстие нашу утяжку. Мы начинаем со стороны спинки, продеваем через 4 отверстия вперед. И захватываем тот кончик, который у нас не завязанный, без фиксатора. И протягиваем его на заднюю сторону сумки. Затем теперь спереди назад мы опять прокалываем крючком, только в наши 4 оставшиеся отверстия. Захватываем шнурок и вытягиваем его вперед. Затем, чтобы легче было просунуть кончики в фиксатор, я тоже отрезаю, запаиваю кончики, делаю их острыми, затем продеваю в фиксатор. И теперь на конце нам нужно продеть наконечники. Завязываем узелки, отрезаем кончики и вот так одеваем наконечники на кончики утяжки. У меня осталось немного пряжи, и я хочу связать короткую ручку для сумки. Оставляю длинный кончик 20 сантиметров. Набираю цепочку 6 воздушных петель. Первую петельку пропускаем, вводим крючок за заднюю полупетельку второй петли, вяжем столбиками без накида до конца ряда 5 петель. В конце каждого ряда делаем воздушную петельку. Вяжем ручку, в общем, точно так же, как и донышко. В следующем ряду вводим крючок только за одну полупетельку, вяжем столбиками без накида 5 петель. И далее, начиная с третьего ряда, все ряды вяжутся одинаково. Вводим крючок за полупетельки из двух предыдущих рядов и вяжем 5 столбиков без накида. И далее все ряды вяжутся одинаково. Мы продолжаем вязать. У меня получилось на высоту 40 сантиметров. Я даже не считала точное количество рядов, просто настолько, насколько хватит пряжи.
И вот я связала короткую ручку на всю оставшуюся пряжу. И у меня получилась длина ручки 40 сантиметров. Теперь нам нужно пришить ручку к карабину. Вот такая красивая ручка у нас получилась. И теперь нам осталось только продеть колечки через верх сумочки и к ним прикрепить короткую ручку. Ну и может быть еще цепочку, если нам понадобится длинная ручка через плечо носить. Как всегда, я забыла при вязании донышка установить ножки на сумку вовремя, поэтому устанавливаю их сейчас. Не очень удобно, конечно, лучше это делать, когда мы только связали донышко. Ну, у меня это уже второй раз такое, что я забываю. Устанавливаю ножки, закручиваю их изнутри отверткой хорошенько. И точно так же оставшиеся 3 ножки симметрично напротив друг друга также устанавливаю. Теперь давайте сошьем подкладку для сумки. Шьется она очень легко. Вначале нам нужно измерить сумку. Сначала измеряем ширину 30 сантиметров плюс 2 сантиметра на припуске. Теперь измеряем общую длину, это 2 стороны и донышко. Вот с этого места под шнурком начинаем измерять. И у меня получается 54 сантиметра плюс 2 сантиметра на припуске, итого 56 сантиметров нам понадобится. Теперь эти мерки мы переносим на ткань и вот такой длинный прямоугольник вырезаем. Ширина у него 32 сантиметра и длина 56 сантиметров.
Мы складываем вот так нашу подкладку пополам и прошиваем слева и справа с припусками на 1 сантиметр. Теперь нам нужно сделать уголки для подкладки, поэтому мы измеряем ширину нашего донышка. В самой широкой части получается 11 сантиметров. Но нам надо учитывать тот факт, что донышко овальное, поэтому я возьму 10 сантиметров. И вот так выделяю углы на подкладке и затем очерчиваю на углах по 10 сантиметров. И теперь прошиваем по 10 сантиметров углы. Готово. Можно так оставить, а можно и отрезать уголки. Я отрезаю уголки. Теперь нам нужно вложить подкладку в сумку, чтобы понять, сколько нам нужно подвернуть и прошить сверху. Я решила подвернуть 2 раза по примерно 8 миллиметров. Как раз у меня получается по высоте. Это нормально. И вот так прошиваю вверх подкладочки. Также я прогладила утюгом подкладку еще раз, чтобы она была ровная и не топорщилась. И теперь вкладываю подкладку в сумку и подкалываю ее лавочками с 4 сторон. Далее беру нитку такого же цвета, как пряжа, и пришиваю подкладку к сумке вручную короткими стежками. Делаем один стежок через подкладку и один стежок через петли сумки. И так продолжаем шить по всей окружности сумочки. Готово. И вот так можно еще прицепить цепочку длинную. У меня цепочка 120 сантиметров. Если вы захотите носить сумку через плечо. И вот наша сумочка полностью готова. Вот такая красивая сумка торба у меня получилась. Из всех моделей сумочек, которые я вязала ранее, эта модель мне очень сильно понравилась. Потому что, мне кажется, форма у нее просто идеальная. Она достаточно твердая, хорошо держит свою форму. Донышко хорошо держит форму. И сам узор смотрится отлично. Сумка вместительная, но при этом не очень большая. И также этот мастер-класс, я думаю, подойдет для тех, кто только начал вязать крючком, потому что он не сложный.
Подписывайтесь на мой YouTube канал. Также в описании под видео вы можете найти ссылку на наш магазин Wildberries и также Каспи, где можно приобрести фурнитуру для сумочек. Пряжу вы можете использовать любую, какую сможете найти. Не обязательно только из полиэфирного шнура, можно также из хлопкового шнура и из трикотажной пряжи, на ваш вкус. А я желаю вам приятного вязания. Отмечайте меня на ваших работах в Инстаграме. До новых встреч!